То, что наша цивилизация, равно как и сама жизнь любого организма, практически полностью зависит от энергии, медицинский факт, спорить с которым возможности нет, если, конечно, в голову не только есть. С нами, с человеками, ситуация осложняется тем, что оптимальную для нашего существования температуру воздуха матушка природа обеспечивает далеко не всегда и не везде. В естественных условиях в полдень на экваторе или в зимнюю полночь в Арктике с Антарктидой мы какое-то время просуществовать, конечно, способны, но это точно будут не лучшие минуты в жизни любого из нас. Хотим жить хорошо и долго, значит, обязаны создавать себе комфортное значение температуры, желательно что-то около 20 градусов по Цельсию. А экстремальные температурные нагрузки хочется испытывать разве что в гомеопатических дозах. Это одна из причин того, что вся история нашей с вами цивилизации – это борьба за комфорт за счет использования химической реакции горения тех или иных энергетических ресурсов. А прогресс – это оптимизация горения с целью получения как можно больших объемов энергии из как можно меньшего количества ресурсов при максимально безопасном процессе горения. От костра с хворостом к печам до каминам с дровами и углем. И только на это у нас ушло несколько сотен лет. Дальше пошло побыстрее. Отопление за счет теплых полов, отопление при условии горения за пределами жилища, чтобы побезопаснее и качество воздуха не портить. Следующий огромный шаг – централизованное отопление, когда горит только в одном тщательно контролируемом месте, а тепло получает уже не индивидуальное жилище, даже не многоквартирный дом, а целый населенный пункт. Кстати, обратите внимание на то, что борьба за движение в обратную сторону, за получение холода, шла куда как медленнее. Потеть мы с вами еще как-то согласны, а вот лязгать зубами нам точно не нравится. В этом направлении мы стали добиваться заметных результатов только после прихода в нашу жизнь электроэнергии. После чего все идет быстро и решительно. От вентилятора на столе в упор к большому вентилятору, чтобы на всю комнату, и к изощренным сплит-системам. Сплит-системы уверенно решают и зимние, холодные проблемы. И, казалось бы, все прочие достижения теплотехники пора выбросить в утиль. Вот зачем вам русская печка в доме, когда можно электрические теплые полы обустроить? А вот тут в дело вступает экономика. Если нефть, мазут, дизельное топливо, уголь, природный газ только для выработки электроэнергии, которая потом по проводам в сплит-системы то по деньгам получается больно, поскольку 2/3 тепла, образующегося при сжигании топлива, будут уходить в никуда, в обогрев атмосферы. КПД всего перечисленного, как, кстати, и атомных электростанций, как был, так и остается на уровне 1/3, от 30 до 40%. Можно, и даже местами модно, стало ничего не сжигать, поскольку солнце, воздух и вода – это наши лучшие друзья. Ну и тут не слава богу. Ветер то есть, то нет, тучи по небу бегают, а засуха приводит к тотальным блэкаутам в целых странах, которые сделали решительную ставку на гидроэлектростанции. В экономике, которую кое-кто считает наукой, есть такое понятие, как эластичность спроса. Когда производители на свои товары задирают цены слишком высоко, эти товары просто перестают покупать, пока торговцы не поймут, в чем проблема, и не найдут способы снизить себестоимость или же укротить собственную жажду наживы. С электрической и тепловой энергией ничего подобного нет, по понятным причинам. Если житель условного Аймикона решит не потреблять тепловую энергию, поскольку тариф высоковат, то эластичным его тело будет очень недолго, уж простите за цинизм. Эластичность спроса на электроэнергию у обитателей многоквартирных домов, у жителей городов величина бесконечно близкая к нулю. Если хотите возразить, отключите у себя к чертовой матери канализацию и водопровод. Часика через 3-4 продолжим дискуссию. Энергия для 4/5 территории России – это не про рынок, а про выжил или умер. В остальных странах могут выстраивать свои собственные энергетические рынки с какими угодно правилами. А в нашей с вами стране все куда как проще, брутальнее и безжалостнее. Энергия должна быть доступна круглосуточно. Обеспечение энергии конкретно у нас – это не про рынок, а про выживание, про систему жизнеобеспечения в самом буквальном смысле этого слова. Разумеется, сугубо личное оценочное мнение. С учетом площади, плотности расселения, площадей неосвоенных территорий и климата, Россия живет в условиях, которых нет ни у одной другой страны на нашей планете. Следовательно, использовать чьи-то чужие стандарты, модели, законы для организации энергетической отрасли мы не имеем ни возможности, ни права, если, конечно, соглашаемся с тем, что мы действительно несем ответственность за благополучие нашей России и наших будущих поколений. Энергетика была, есть и будет оставаться базой, фундаментом, основанием для не только любых проектов развития, но и для нашей системы жизнеобеспечения. Ну и совсем уж эмоционально. Уверен, что ко всем нашим правам и свободам, закрепленным в Конституции, необходимо продумать и добавить безусловное право на минимально необходимое для выживания киловатт-часы и гигакалории.
Свобода слова и вероисповедания чрезвычайно ценны для каждого человека. Вот только помогут ли они при отсутствии тепла и света при минус 20 на улице не потерять здоровье или чуть-чуть врезать дуба раньше срока? Физиологи, если я правильно помню, что-то такое говорят ведь про потребности вторичные и первичные, не так ли? Так вот, энергия для любого человека – это первично. И я не могу найти ни одного логичного обоснования для того, чтобы нормы на минимальную порцию энергии для всех и каждого в Конституции отсутствовали. Ошибаюсь, наверное, но я уже сказал, что это мое личное мнение. Когда нам рассказывают, как же плохо наша энергетика из-за факта существования так называемой перекрестки, я реально с трудом сдерживаюсь. Владельцам генерирующих объектов и сетей хочется побольше денег, а население их не дает. Такое вот у нас хреновое население. Напомню, перекрестное субсидирование – это сдерживание тарифов для населения за счет их повышения для бизнеса. Начнем с того, что это не более чем изощренная демагогия, господа ревнители рыночных ценностей. Выросшие тарифы производитель булочек, расчесок, автомобилей и чего угодно еще спокойно за счет в себестоимости получит компенсацию с кого? Правильно, с конечного потребителя, то есть с того самого населения, которого Федеральная антимонопольная служба столь усердно бережет от роста тарифов. Денег, говорит, мало, а давайте поднимем тарифы для больниц, школ, детских садов. А то бегают тут всякие трехлетние расхитители капиталистической собственности, им мзду не платят. Как и эти вот в реанимации, которым еще и всякая аппаратура подсоединена. С каких таких они платят мне меньше, чем владелец какой-нибудь автозаправки или владелец спорта? Нормальная логика получается, рыночная, все как надо. А еще и вон на севере Чукотки не хотят рассчитываться за тепло, которое уголь дает по северному завозу доставленное. Выкрутить руки, вывернуть карманы. Если не нравится, пусть ищет другое жилье в любом другом месте. Тоже логично, по-рыночному. Нерентабельны малые города и поселки для владельцев теплоэлектростанций. Значит, раскатываем эти населенные пункты бульдозером и дело с концом, потому что рыночные отношения и свобода предпринимательства – это святое. Так? Люди, говорите? Да, действительно мешают. KPI подсказывает. Дальний Восток и Арктику рациональнее всего сдать в аренду. Никто не хочет вслед за мной поразмышлять над перекрестными тарифами, пространственным развитием страны и этим, как его там, вспомнил, просто редко используется понятие, устаревшее. Гуманизм, человеколюбие. Совсем устарели словечки, как вы считаете? Государственные интересы, пространственное развитие России, эти понятия тоже на свалку истории или как? Был бы рад услышать ваше мнение, уважаемые зрители и слушатели. И мое эмоциональное отступление на этом объявляю закрытым. Я при своем мнении остаюсь, а вашим могу только поинтересоваться. Тренд на пресловутую декарбонизацию энергетики и на принудительный энергопереход в Европе, которая подняла его на щит, тихо уходит в закат. Причем вместе с перспективами экономического роста этой части материка Евразии. Несколько удивительно, что в нашем уважаемом правительстве нет даже попыток анализа результатов 15-летнего зеленого эксперимента, который Евросоюз ставит сам над собой. В 2009 году, когда миру и граду была явлена обязательная к исполнению директива АВИЭ, официально декларативно речь шла о реализации сразу нескольких целей. Увеличить независимость от всех поставщиков ископаемых энергетических ресурсов. Раз. 2. Сделать решающий вклад в борьбу против глобального потепления. 3. Улучшить состояние внешней окружающей среды. 4. Добиться резкого снижения тарифа на электроэнергию. Ни одна из этих целей не достигнута. Частные компании досконально выяснили, что экономической составляющей во всех этих политических мечтаниях нет. А появиться она может только в том случае, если в эти прожекты начнут активно вкладываться государства. Давайте попробуем самостоятельно прикинуть, почему это именно так, а не иначе. Раз по невыявленным причинам наше уважаемое руководство предпочитает идти иным путем. Что нам остается-то? Я вот уже старенький, но хорошо помню, что мама наставляла учиться на чужих ошибках. На языке профессиональных энергетиков солнечные ветряные электростанции – это альтернативная прерывистая генерация. Причем прерывистая – это чисто техническая характеристика. Сейчас, правда, стали использовать более щадящую формулировку – климатически зависимая генерация. Но суть этого не меняет. Есть солнце – есть генерация. Нет солнца – нет генерации. Ветер слишком слаб или слишком силен – исчезает и ветровая генерация. Если мы про Европу, то там по условиям директивы АВИЭ энергобиржи обязаны закупать прежде всего именно зеленую электроэнергию. И казалось бы, что при таком гандикапе частные компании должны инвестировать в солнечные ветряные электростанции безостановочно. Благо в тамошних банках нет таких научно выверенных ставок, какие нам обеспечивает наш дорогой Центробанк. На первых порах так оно и было.
А сейчас былой энтузиазм сходит на нет. Причина сугубо экономическая, на которую почему-то не очень хотят обращать пристальное внимание. Наверняка ведь многие из вас, уважаемые зрители и слушатели, наталкивались на новости из разряда в Германии, Испании, Финляндии и далее по списку с такого-то по такое-то стоимость электроэнергии имела отрицательное значение. Ну и дальше что-то на тему «в Европе все умные, вон у них как все здорово, не то, что в этой стране». Есть такое? А что значит отрицательная цена? Это как так? Да очень просто. И солнце есть, и ветер хороший, и генерация генерируется. А возможности довести ее до конечных потребителей и продать нету, потому как сетей не хватает. И вот уже диспетчер той или иной энергосистемы вместо денег тебе отрицательные цены показывает. И делают это операторы просто с удовольствием, поскольку зеленая нашлепка в европейском исполнении – капризный иждивенец, с которым приходится нянчиться просто безостановочно. Одобрения на строительство солнечных ветряных электростанций выдавались не потому, что в той или иной локации рос спрос на электроэнергию, и даже не на основании хорошей плотности действующих электросетей. Во главе угла стояли высокий уровень инсоляции и удачная роза ветров. Разрешение получили, построили. И с вопросом к диспетчерам: а где линии электропередач для нас, таких красивых? Нет в европейском законодательстве требований по участию в развитии сетей. Это не забота компаний-владельцев ВИА. Они ведь изо всех сил с коварным углекислым газом сражаются. Так что, драгоценный ты наш владелец сети, ищи деньги и делай им хорошо. Ровно то же самое по поводу необходимости балансировать объединенную энергосистему, если тучи и штиль. Будь добр придумать, с кем-то договориться, изощриться, но придумать резервной мощностью. А что такое в условиях либеральной модели экономики резервная мощность? Угольная или газовая электростанция, которая вот так и работает. По ночам, при тучах, в штиль и в ураганы. А все остальное время, пока у солнечных и ветряных электростанций все в порядке с погодой и генерацией, мощности резервных традиционных электростанций заперты. Но резервные электростанции – это капитальные расходы при строительстве, при подводке газовых труб, при утилизации золошлаковых отходов. И это оперативные расходы. Дежурная смена обязана бдить за погодой и быть готовой давать стране угля, когда погода нехороша. Вот все расходы и еще раз расходы, которые кто-то должен покрывать. Вариантов всего два. Либо государственный бюджет, либо конечный потребитель. Государство из состава Евросоюза кто как. Кто-то с этой дополнительной нагрузкой справлялся, а кто-то и нет. Результирующее двух этих вариантов – рост тарифов. С накопителями энергии, которые теоретически могли бы снять с диспетчеров хотя бы часть вот этих нагрузок, не очень, если совсем мягко. Идеальный вариант накопителя – это крупная гидроаккумулирующая электростанция, то есть ГЭС, гидроагрегаты которых при излишках электроэнергии в сети способны превращаться в насосы, которые принимаются перекачивать воду из нижнего водохранилища в верхнее, тем самым запасая воду для пика спроса в штиль и при тучах. Идеальный вариант, но он требует тех самых водохранилищ в количестве 2 штуки, с перепадом высот между ними хотя бы в 70 метров. Но гидропотенциал Европы еще до начала зеленобесия был задействован раза в 3-4 больше, чем у нас в России. 80% против наших 20%. Строить, обустраивать новые гидроаккумулирующие электростанции? Ага. Вот при той плотности населения, которая в Европе сложилась, это что, города на дно водохранилища отправлять? Всевозможные варианты с химическими накопителями – это не просто дорого, а чертовски дорого. Ограниченный объем накопления, ограниченное число циклов перезарядок, стоимость и маящая на не таком уж далеком горизонте проблема предстоящей утилизации. Даже политики европейских стран, несмотря на их умственную альтернативную одаренность, начинали понимать, скоро их кудри примелькаются и их будут бить. Признавать, что известно, что спороли, и предлагать отматывать все назад – это политическая смерть. Не признавать, чего доброго, население окончательно огорчится пейзажами и натюрмортами в платежках за электричество и опять же прокатит на выборах. Если кто забыл, так я напомню. В 2020 году Еврокомиссия породила зеленую сделку. Если коротко, излишки генерации на солнечных ветряных электростанциях запускаем на гидролиз воды, получаем запасы водорода, при темном штиле водород сжигаем и хоп-хоп-хоп мы в дамках. Вот сейчас у меня в голове появилась обезьяна, причем далеко не одна, но не белая. Позволю себе напомнить, что государственное финансирование водородной стратегии России составляет 100 миллиардов рублей. Да, я почему-то забыл поздравить Сергея Викторовича Лаврова с его 75-летним юбилеем. Поздравляю, Сергей Викторович, от всей души благодарю за краткость и емкость ваших замечательных крылатых фраз.
Профессионалы материаловедения всей планеты в голос орали: какой водород к придуманному политиками сроку. Финансируйте научно-исследовательские работы, финансируйте научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. И если повезет, лет через 10 сумеем получить хоть что-то, хоть как-то технологически и экономически оправданное. Кто услышал? Никто не услышал. Все молодцы. Денег на пирожки хватает, снимайте с полок. Крупные частные компании, которые 4 года назад пылали водородным энтузиазмом, тихо уходят в сторонку. Если государство профинансирует, то тогда лет через несколько обязательно. Наверное. Может быть. До слез нравится формулировка. Направление будет рентабельным только в случае государственного финансирования. Дорогой доктор выписал мне диету. Утром черная икра, обед омары, на ночь трюфели. Милая, а может, ты просто деньги жрать будешь? Одно радует. Водородную стратегию России никто не отменял, не секвестировал. Стабильность – признак мастерства. Молодцы, господа министры и панове депутаты. Вот просто поклон в пояс. Извините, что-то я сразу про родные пенаты. В Европе у политиков водородная блажь не проканала. Расклад остался тем же. Или признать ошибки и уйти в отставку, или изобрести еще что-то залихватское. 2 года назад такие изобрели. Теперь носятся как курица, но не с яйцом, а с отрубленной головой. К 2050 году как утроим атомную генерацию, так и полетят клочки по закоулочкам. При этом российские и китайские атомные технологии по политическим соображениям не камильфо. Мы сами с усами. Уже рассказывал, могу повторить. Макрон, в феврале 22 года провозгласил эру атомного ренессанса Франции. Даешь строительство новых 14 энергоблоков на базе новейшего реактора ЭП-2. Мощность у него такая же, как у УПР-1600, но он усовершенствованный, оптимизированный. Его дешевше строить и легче эксплуатировать. Ура! Даешь, эгалите, франсите. Первая очередь 6 блоков, вторая еще 8 блоков. Сделаем Францию снова великой. Поручено это славное мероприятие блистательной компании EDF, той самой, которая так уверенно, под оглушающий шум оваций и криков «Брависсимо» строила атомную электростанцию Олкилота в Финляндии, строила новый блок на атомной электростанции Фламанвиль у себя дома, строит новую очередь Хинкли-Пойнт-Си в Англии. За 3 сметы и за 4 срока. Вперед, Франция! Правда, все перечислено на базе реакторов ЭПР-1600, а уж с реакторами ЭП-2 все будет куда как иначе, вот честное французское. Ну и что ни одного референтного блока пока нет? Будет. Первый ответ на воззвание маршала Петена, что-то я опять запутался, генералиссимуса Макрона. Первые 6 блоков 51 миллиард евро. К концу того же 22 года уточнили. 67 миллиардов. Округляли не так. В марте 25 года появилась новая оценка – 79,8 миллиардов евро. И остается только учесть стоимость привлеченного финансирования. Вероятнее всего, получится что-то около 100 миллиардов евро. Стройка еще не начиналась, зато как уверенно растет смета. Любо-дорого смотреть. И вот с такими планами утраивать атомную мощность за оставшиеся 25 лет. В запасе еще, конечно, реактор АП-1000 от Вестингаус. Да вот только новые владельцы этой компании после 2016 года на рынке реакторостроения никем и нигде не замечены. Когда настанет пора для новой сказки брюссельского леса? Что там еще в ассортименте? Термоядерные станции, электростанции, использующие эффект расширения Вселенной? Поживем, увидим. Это становится занимательным. Напоследок напомню про еще один вариант балансировки объединенных энергосистем, работающих на солнечных ветряных электростанциях. Нужно просто нарастить пропускную способность электрических сетей, чтобы яркое солнце Португалии выручало Швецию во время штиля в последней, а морской бриз Финляндии мог компенсировать потери хмурого неба Греции. Ассоциация компаний-операторов объединенных энергосистем Европы ЭНСО-Э предварительные подсчеты инвестиций в электрический садик Борреля по этому проекту уже сделала 1,2 триллионов евро. Но, судя по происходящему, мудрейшие мудрецы в Еврокомиссии нашли куда как более дешевый выход из тупика. Есть реальный сектор экономики, которому электроэнергия нужна? Есть проблемы. Нет промышленности? Нет проблем. Не будет промышленности, и с проблемами физических лиц справимся, поскольку эти физические лица откачуют вслед за заводами и фабриками куда подальше. В Штаты, в Китай и далее по списку. Ну и хватит о хорошем. Сейчас был дайджест ошибок, ляпов и тупости европолитиков. Но есть же и главный вопрос. Можем ли мы быть уверены, что вот это вот все не кочует и по нашим с вами просторам? Не будем ли мы ломать руки-ноги и собственные судьбы в результате отказа учитывать чужие ошибки?
Как европейские ошибки могут отразиться на нашей России? Или они уже отражаются? Тема практически бесконечная, поскольку благоглупостей мы, как все, мы свои, мы буржуинские, уже предостаточно. Водородная стратегия России – это ошибка или нет? Помнится, Чубайс лет 5-6 назад только что пену ртом не пускал, прорицая образование многомиллиардного мирового водородного рынка. Мое отношение к этой личности известно, но как агитатор-горлопан он ведь чудо как хорош. На его хорошо проплаченном энтузиазме государева казна поделилась сотней миллиардов рублей. На то время это что-то около 1,5 миллиарда долларов. Идеология все та же. Государство вложится, а эффективный частный собственник потом вольет, разовьет, расширит и даже углубит. И ничего частного. В водородной тематике у нас только государственный Росатом с «Газпромом». И, как ни удивительно, результатом стало вполне приличное финансирование научно-исследовательских работ в развитии материаловедения. Понятно, что некоего всемирного рынка водорода в ближайшие годы не предвидится. Но раз уж строка в бюджете состоялась, не будет ли целесообразно, к примеру, профинансировать ускорение разработки рабочего проекта ВТГР – высокотемпературного газового реактора? Разве так уж обязательно перепроверять результаты, полученные в Европе, как итог игрышек с ВИЭ? Там уже на собственной шкурке выяснили, что такое темный штиль и темный холодный штиль. Если температура опускается или поднимается на 7-8 градусов ниже или выше среднемноголетней, то это сопровождается снижением скорости ветра вплоть до полного штиля. Установленная мощность ветроэлектростанции в составе объединенной энергосистемы нашего юга – 12%. Минувшим летом 2 недели в тех краях стояла жара под 40 и за 40. И 2 недели скорость ветра не превышала 2 метра в секунду, то есть была ниже 7 километров в час. Следовательно, даже в том случае, если бы из-за ремонта и поломок по югу не прокатилась волна веерных отключений, системному оператору пришлось бы изыскивать возможность возмещать выпавшую мощность ветроэлектростанции. Извините, а за чей счет должно проходить резервирование мощностей? Не за счет ли тех милых дам и джентльменов, которые уже и в наших СМИ, в том числе и отраслевых, пытаются доказать, что генерация на солнце и ветре по себестоимости уже ниже себестоимости генерации на тепловых электростанциях? Но это ведь еще не все. Еще и в дополнительные сетевые мощности приходится вкладываться. На пальцах, коротко. Вот моя электростанция в составе 5 блоков, причем 5-й в резерве на случай штиля. Штиль пришел, 5-й блок вышел на проектную мощность. Как эту дополнительную порцию электроэнергии довести до потребителя? Для этого система выдачи мощности на станции должна быть устроена с перезакладом в 20%. От станции к единой сети должна наличествовать дополнительная линия электропередачи, которая сама собой будет принимать нагрузку только во время штиля. Как-то вот так ловко получилось, что платит за все это не компания-владелец ветроэлектростанции, а кто-то другой. Компания, владеющая резервной мощностью, Россети, системообразующая территориальная сетевая организация. И все они будут компенсировать свои дополнительные зеленые расходы за счет роста тарифов, чтобы в конечном итоге содрать все эти суммы с конечных потребителей. Этот алгоритм действительно идет на пользу экономике и частным лицам, то есть нам с вами? Я не спорю, я просто интересуюсь. Кто-нибудь пробовал хотя бы рамочно оценить себестоимость вот этого зеленого удовольствия? Давайте просто вспомним, что у нас солнечные ветряные электростанции строились по специально для них созданной программе ДПМ-ВИЭ, ДПМ-ВИЭ-2. ДПМ – это договор о предоставлении мощности, и он рассчитывается так, чтобы компании и инвесторы гарантированно возвращали вложения за совершенно определенный срок. Дополнительная прибыль, чтобы ни при каких раскладах владельцы компании ветроэлектростанции не прогорели. Ну вот предположим, что у меня появились деньги – и идея о строительстве завода по производству табуреток. А табуретки не продаются, хоть застрелись. Тогда что? Тогда я сам себе кузнец своего счастья. Не просчитал риски, не оценил конкурентов, расходы на логистику и на рекламу. Закрыл завод, всплакнул, пошел распродавать оборудование. А компания, построившая электростанцию, от таких рисков избавлена, поскольку со всего рынка для нее собирается мзда, чтобы эффективный частный собственник оставался эффективным. В случае с ВИЭ набор благ выглядит следующим образом. Системный оператор за них высчитывает схему подключения к сети. Россети строит дополнительные сети. Минэнерго нагружает традиционных производителей необходимостью держать резервные мощности. Все потребители собирают дополнительную денежку по программе ДПМ. Не сильно маловато? Может, еще что-то требуется? Конечно, маловато. Бодро отвечает наше замечательное правительство и начинает эксперимент по торговле атрибутами зеленой генерации.
Вот завод, который коптит, дымит. А вот его сделка с владельцем солнечной или ветряной электростанции о том, что завод дымит, коптит на исключительно зеленой электроэнергии. Пока это все в форме эксперимента, бесплатно. Но следующий шаг просчитать несложно. Будет вводиться плата. А что, мы же свои, буржуинские. И раз передовая Европа за выброс углекислого газа деньги с промышленности собирает, значит, и мы обязаны делать то же самое. Извините, а у нас энергетика для развития экономики и роста уровня жизни? Или все иначе? Вся экономика для развития энергетики, а про рост уровня жизни велено просто забыть, потому что надо на энергетику развивать. Собака хвостом или хвост собакой? Ответ будет внезапным, а через раз. Есть воля экономического блока и прочих зеленых заединщиков, которые отчетливо видят великолепную кормушку. Мы вам ветрячок, а вы мне всем миром, всем народом будете делать красиво. И мы красиво отчитаемся про борьбу с потеплением, марш за декарбонизацию и все прочее, что в Европе очень любят, а потому и мы обожать обязаны. Но есть и нарастающее сопротивление Министерства энергетики. Еще 2,5 года тому назад системный оператор получил право в случае профицита электроэнергии отключать генерацию солнечных и ветряных электростанций на равных основаниях с объектами традиционной генерации. В мае 2024 года состоялся второй акт неповиновения. Теперь потенциальный инвестор в зеленую генерацию обязан с проектом явиться в тот же системный оператор и получить от него разрешение. От него, а не от какого-нибудь, не к ночи будь помянут, Министерства финансов. А одобрение будет зависеть не от уровня инсоляции и розы ветров в данном конкретном месте, а вот от того, о чем я рассказываю. Есть ли резервные мощности на других электростанциях в том же регионе? Хватает ли резервов у распределительных сетей? Имеется ли дополнительный или растущий спрос? И все это происходит внутри одной команды. У нас ведь правительство – это единая команда, правда же? Два мнения, которые сражаются друг с другом. Единая государственная энергетическая политика? Не слышали. На данный момент победу празднуют профессионалы, системные операторы Министерства энергетики, которых еще и Минпром поддержал с его достаточно жесткими требованиями по локализации производства оборудования и по показателю КПД солнечных и ветряных электростанций. Но победа в бою – это ведь не выигрыш сражения, а бои идут с переменным успехом. Экономический блок бьется против здравого смысла неистово, не давая послаблений этому неудобному противнику. Самый классический пример – битва наших доморощенных экономистов против признания гидроэлектростанций одним из видов безуглеродной генерации, в которой в последние годы экономисты – безусловные победители. Исследования совершенно реальных ученых, проводивших изыскания на водохранилищах в их родной Бразилии, показали, что отмирающие растения и ил, скапливающийся на дне искусственных водоемов, перегнивая, становятся источником выбросов углекислого газа и метана. Свои выводы о своих водоемах и своих водных растениях бразильцы опубликовали в своих бразильских научных журналах, ни разу не претендуя на какое бы то ни было обобщение на иные страны. Им вообще до иных стран было как до фонаря. Они о Бразилии беспокоились. Но этой публикации оказалось вполне достаточно, чтобы безумное лобби тут же подняло результаты исследований на щит. А то эти газ. Вон они как подло себя ведут. Водохранилища гниют и стремительным домкратом поднимают уровень тепловых выбросов по всей планете. Теперь по европейской классификации гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт числятся безуглеродными, то есть правильными, а на 26-м мегаватте наступает полнейшая нерукопожатность. Но кто-то, чье имя и фамилию я никак не могу найти, могучим усилием воли расширил локализацию этого зеленого безумия и на нашу с вами Россию, уверенно уравняв условия экваториальных рек Бразилии на всю нашу Сибирь, Арктику и Дальний Восток. Вот даже без уточняющих научных исследований, какое к ангеловой бабушке гниение водной растительности на глади водохранилища Колымской ГЭС? И снова все в режиме через раз. Порог зелености удалось поднять до 50 мегаватт установленной мощности гидроэлектростанции, которые по нашей статистике считаются теперь малыми и относятся к категории объектов генерации на возобновляемых источниках энергии. 50 – это не 25, уже полегче. Но как же мне нравится сам подход. Вот гидроэлектростанция в 49,999 мегаватта мощностью. Вода зеленая, каждый день возобновляется, поскольку речка, на которой ГЭС стоит, бежит себе и бежит. Но в какой-то страшный день кто-то из операторов, прикинув так и эдак, подкрутил какую-то гайку в гидроагрегате, подняв мощность до 50,1.
И вода почернела, пройдя через гидроагрегат, стала исчезать, поскольку внезапно перестала быть возобновляемой. Вот падает вода с водосброса, и все, даже брызг нет, напрочь исчезает. Огромное спасибо изобретателям вот такой отчетности от всех любителей сказок и фэнтези. Их мечтания воплощены в жизнь. Но это я тут, в студии, могу себе позволить просто покрутить пальцем у виска и похихикать. А гидроэнергетикам что делать прикажете? Работа энергетических компаний, владеющих и управляющих гидроэлектростанциями, и так принципиально отлична от режима работы всех остальных видов традиционной генерации. Режим работы электростанции очевиден. Есть спрос – генераторы переводим на максимум. Нет спроса – гасим топки. Утро – максимальный уровень спроса. ГЭС хочется вывести на 100% мощности, чтобы деньжат побольше срубить. Благо, по себестоимости генерация гидроэлектростанции опережает кого угодно. Хочется, но не может, поскольку дяденька из Росводоресурсов щурит глаз. Уровень воды ниже плотины не позволяет никаких сбросов, там поселки просто утонут. Режим заработка денег, раз уж наше законодательство именно это вменяет в качестве главной цели функционирования любого коммерческого предприятия, в том числе и государственного, для Росгидро и компания ЕН+, владеющая каскадом ГЭС на Ангаре, определяют Росводоресурсы. И это не только закон, это еще и его величество здравый смысл. Сброс воды не должен приводить к проблемам ни с рисками подтоплений, ни с рисками нехватки воды для населения, которое получает ее из водохранилища, ни для всех заводов и фабрик, у которых вода является существенным производственным фактором. Абсолютно разумно, абсолютно логично то, что водохранилища гидроэлектростанции являются государственной собственностью, и режим их использования регулируется государственным надзирающим органом Росводоресурсами. Вот только следствие для владельца ГЭС получается несколько парадоксальным. Если тепловые электростанции свои ресурсы, газ, уголь, мазут и прочее, покупают и используют по своему усмотрению, то ресурс, вода, для ГЭС бесплатен, но пользоваться им приходится так, как определяет контролирующий государственный орган. Мне одному кажется, что, простите, или крестик, или тусики. Или интересы государства, безопасность и обеспеченность населения, сельского хозяйства, промышленности, водного транспорта на берегах водохранилища, или заработок на продаже генерируемой электроэнергии. Но мне так кажется почему-то, что это нечто комплексное, принципиально неразделяемое. Что ГЭС, водохранилище и режим использования воды и плотины как вечного моста для транспорта – зона интересов государства. Но наши законы говорят о чем-то другом, старательно создавая какого-то кадавра. Вот тут государство, а вот здесь компания-владелец ГЭС. А для чего нам такие зверушки-то? Это когда полного абсурда дойти можно. Росводоресурсы не позволили сброс воды в момент максимально высоких цен на электроэнергию, а в отместку владелец ГЭС ввел плату за проезд автомобилей через плотину. И так далее. Извините, отвлекся. Росгидро стала первой и пока единственной компанией, которая системно подошла к проблеме утраты статуса ВИЭ для ГЭС с установленной мощностью выше 50 мегаватт. Все так, как и положено. Был подписан договор с Институтом физики атмосферы Российской академии наук об исследовании водохранилищ на предмет поглощения и испарения тепловых газов. 9 водохранилищ во всех наших климатических зонах. 3 года работы в экспедициях, чтобы охватить все времена года. Даже на крайнем нашем юге нулевой баланс. Сколько водные растения углекислого газа поглотили, столько и отдали. На севере поглощение выше, и это уже не по ощущениям и не по законам логики, а измерено, взвешено, оценено в граммах. Отчет опубликован во всех соответствующих научных изданиях. В рамках проекта «Точка сборки» мне посчастливилось побеседовать с научным руководителем экспедиции Института физики атмосферы. Никаких секретов, никакого замалчивания. И никакой реакции со стороны нашего многоуважаемого правительства. По-прежнему на 51-м мегаватте вода чернеет и исчезает. И раз уж разговор о ГЭС зашел, давайте продолжим. С момента завершения работ на Усть-Ледниканской ГЭС в России не ведется строительство ни одной крупной ГЭС. На тендерах по программе ДПМ ВИЭ заявок на строительство малых ГЭС тоже нет. Ловко сочиненное законодательство просто убивает целую отрасль энергетики. У нас на глазах, в режиме онлайн. Давайте внимательно присмотримся, как именно это делается, без спешки и по пунктам. Как используется водохранилище ГЭС помимо работы гидроэлектростанций. Плотина – это либо автомобильная, либо железная дорога, либо то и другое одновременно. Водохранилище – это обеспечение водой населенных пунктов промышленности и сельского хозяйства, возможность развивать рыболовство, туристический и даже курортный бизнес и водный транспорт.
Я умышленно не касаюсь всех проблем, связанных с охраной природы, поскольку все проекты ГЭС проходят через сито Министерства природы со всеми его алгоритмами. Предполагаю, что все проблемы решены, включая, конечно, мнение общественности. Вот проект, вот положительные оценки экологов, вот положительная оценка воздействия на окружающую среду, но желающих финансировать проект среди энергетических компаний просто нет. Это не из-за самого страшного зверя всех времен и народов, не из-за жабы. Поскольку все, что я только что перечислил, источниками прибыли для энергетических компаний, владеющих ГЭС, не являются. Водохранилище – это объект федеральной собственности, но обустройство его ложа требует серьезных денег. Решить вопрос с населенными пунктами, с растительностью, со строениями, со свалками и скотомогильниками, построить жилье всем, кто вынужден будет переехать, с местами гнездовья птиц, пастбищ диких животных. Сумма набегает весьма внушительную. И это ведь не инвестиции в строительство плотины и самой ГЭС. Это необходимые подготовительные работы. Работы, которые компания, которая мечтает стать владельцем ГЭС, по действующим законам будет оплачивать в одно лицо. При этом, внимание, не имея права эти инвестиции отнести к капитальным расходам. Попыткам изменить вот этот пункт законодательства в этом году исполняется 15 лет. ВОЗ и ныне там. Бухгалтерия, знаете ли. Если это не капитальные расходы, то компания не имеет возможности снизить базу налога на прибыль. Небольшой такой пункт, который, собственно, и дает результат, от которого остатки волос у меня на голове дыбом. В России прекращается строительство ГЭС. Да, Русгидро получил одобрение на строительство 2 гидроэлектростанций на притоках Амура, Селимджинской и Нижнеизийской. Институт Ленгидропроект приступил к изыскательским работам для разработки полных проектов. Да, ЕН Плюс намерена завершить строительство Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Но это планы, на реализацию которых требуется тот самый презренный металл. И нет никаких гарантий, что инвестиции будут одобрены акционерами. Акционеры Росгидро – государство и государственное ВТБ. Акционеры ЕН Плюс – частные лица. Но в обоих случаях вопрос о затратах на подготовку ложа водохранилищ стоит ребром. И будет стоять, пока наши многомудрые государственные мужи в Госдуме не соберутся с силами решить этот, в общем-то, совсем небольшой вопрос. Напомню, что у нас на Дальнем Востоке, в Преамурье, климат имеет все более ярко выраженный муссонный характер, с жутким доказательством, чего стало, к огромному сожалению, страшное наводнение 2013 года. Русгидро уже в 2014 году предложила правительственной комиссии обновленные проекты строительства 11 ГЭС, активный объем водохранилищ, которых больше, чем объем воды, заливший тем летом Преамурье. Однако выдающийся гидроэнергетик и, как позже выяснилось, еще и величайший шахматист Андрей Дворкович, возглавлявший созданную по распоряжению президента комиссию, в 2015 году сообщил, что климат вернулся в среднемноголетние нормы, и ни один проект от Росгидро правительственной поддержки не получил. По мнению Счетной палаты, с той поры ежегодные государственные расходы на ликвидацию результатов подтоплений, разрушений, на восстановление жилья, дорог, инженерных расходов составляют около 100 миллиардов рублей. И это без учета расходов местных бюджетов, так что конечная сумма еще выше, ежегодно. Я вот, например, не знаю, военно-морской флот счет за эвакуацию людей прошлым летом выставлял или простил? Сама компания Росгидро, закредитованная по самое горло, за минувшие годы сумела возвести Нижнебурейскую ГЭС. На том пока все и окончилось. Плотина и контрплотина ниже по течению – это, кстати, не самый тривиальный прием, поскольку дополнительное водохранилище позволяет увеличить выработку электроэнергии на той самой ГЭС, которая стоит выше по течению. Росводресурсы позволяют себя более вольготно чувствовать. Вода, сбрасываемая с верхней плотины, никого не затопит, поскольку ее примет водохранилище контрплотины ниже по течению. В определенных объемах, конечно, но положительный эффект именно для объемов выработки электроэнергии имеет место быть всегда. В случае с Нижнебурейской ГЭС получается следующее. Вот Бурейская ГЭС. Плотина высотой 139 метров, длиной 744 метра. Активный объем почти 21 кубический километр. Или, если вам так удобнее, 20 миллиардов 94 миллиона кубометров воды. Установленная мощность ГЭС Бурейской 2010 мегаватт, что кратно выше, чем характеристики Нижнебурейской ГЭС. У нее высота плотины всего 42 метра, ее длина 400 метров, активный объем водохранилища скромные 77 миллионов кубометров. Но есть и дополнительная характеристика – противопаводковый объем, величина которого 303 миллиона кубометров. Выработка электроэнергии на Бурейской ГЭС до ввода в эксплуатацию Нижнебурейской в среднем составляла 5,6 миллиардов киловатт-часов в год. А после того, как ниже по течению появилось дополнительное водохранилище, выработка выросла до средних по году 7,5 миллиардов киловатт-часов.
Вот ничего дополнительно на Бурейской ГЭС не делали, а объем выработки электроэнергии вырос чуть ли не на 50%. И это мелочи уже не назвать. Есть еще один дополнительный эффект, о котором, конечно, стоит найти возможность поговорить с сотрудниками системного оператора – балансировка объединенной энергосистемы Востока. Те самые утренние и вечерние пики спроса после ввода в строй нижней плотины можно стало увереннее регулировать за счет увеличения сброса воды с Бурейской ГЭС, поскольку кратно уменьшен риск подтопления. Удастся, к примеру, Росгидро наскрести финансирование на строительство Нижнезейской ГЭС, и тут тоже будет получен комбинированный положительный эффект. Снизится риск паводков. Будут дополнительные объемы генерации не только на самой Нижнезейской ГЭС, но и на Зейской. А системный оператор получит дополнительные возможности для балансировки объединенной энергосистемы. Что такое дополнительно балансирующая мощность? Это возможность строить дополнительные электростанции любого типа, вплоть до ветряных и солнечных. Самое занимательное, что это вот теоретизирование по поводу вариантов развития электроэнергетики при Амуре. А есть страна, где это уже перестало быть теорией, превращаясь в сугубую практику. Это я, конечно, про Узбекистан, который проектирует развитие своей объединенной энергосистемы на запредельном для нас сегодня уровне. Думаю, что многие из вас, уважаемые зрители и слушатели, в курсе того, что в мае 2024 года во время визита в Ташкент Владимира Путина был подписан межправительственный договор о строительстве в Джизакской области Узбекистана атомной станции малой мощности. 6 блоков электрической мощностью 55 мегаватт каждый. Уже ближе к фантастике. Первый в истории контракт на строительство атомной станции малой мощности за рубежом. Да еще и сразу 6 блоков. Ничего подобного никто, кроме Росатома, сделать просто не способен. Уже этого достаточно, чтобы считать событие действительно сенсационным. Но это, если внимательно присмотреться, далеко не все. Первый нюанс. В составе Джизакской атомной станции малой мощности будет работать 6 реакторов Ритм-200Н, то есть наземный вариант нашего ледокольного реактора Ритм-200. Сейсмоопасность в Узбекистане – реальность, которую нужно учитывать. Но Ритм-200 работает в условиях Северного Ледовитого океана, выдерживая удары льдин и крены корпуса, как поперечные, так и продольные. Потому с этим все в порядке. Но есть еще более важные факторы. Ритм-200 штатно выдерживает снижение мощности до 30% от номинала. Его ведь для прокладки трасс по Севморпути проектировали с его крайне изменчивой льдовой обстановкой. АЭС с настолько глубоким маневрированием по мощности тоже впервые в истории мировой атомной энергетики. И это еще одна причина того, что УЗ-Атом решил стартовать именно с атомной станции малой мощности. Общая мощность Джизакской атомной станции малой мощности будет составлять от 100 мегаватт до 330 мегаватт. Даже звучит как-то необычно, согласитесь. Но и это не все. В том же мае 2024 года, во время того же визита президента России, был подписан еще один договор. В этом 2025 году Росгидро должно завершить технико-экономическое обоснование по строительству в той же Джизакской области Айдаркульской гидроаккумулирующей электростанции. Это мегаваттного класса регулятор, работающий, в отличие от всевозможных химических накопителей энергии, сотню лет, безо всяких отходов, подлежащих переработке. Малая электроэнергия в часы пикового спроса гидроаккумулирующей электростанции отвечает сбросу воды через гидроагрегаты. Профицит электроэнергии, ночной минимум или слишком много ее идет с солнечных и ветряных электростанций, гидроаккумулирующая электростанция отвечает переходом в насосный режим. Турбинная мощность Айдаркульской гидроаккумулирующей электростанции 250 мегаватт, насосная 300 мегаватт. При этом расхода воды практически нет, что для засушливого климата Узбекистана тоже весьма и весьма значимо. Маневренная атомная электростанция плюс гидроаккумулирующая электростанция развязывают руки энергетикам Узбекистана, и тамошние профессионалы оттягиваются по полной. В той же Джизакской области турецкая компания готовится начать строительство газовой электростанции в 520 мегаватт мощности, а компания Моздак из Объединенных Арабских Эмиратов будет строить солнечную электростанцию в 250 мегаватт. А ответ на вопрос, куда столько электроэнергии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал осенью прошлого года. Мало того, что Джизакская область теперь стала открытой экономической зоной, что турки уже получили лицензию на парочку добычных проектов с последующей первичной переработкой, президент государства гарантирует государственное финансирование, которое пойдет на 10-кратное увеличение мощностей автомобилестроительного завода с увеличением количества рабочих мест на 110 тысяч человек. Не иностранный инвестор. Государство само будет вкладываться, тем самым гарантируя сбыт на электроэнергию всех строящихся электростанций всех типов.
Одновременно, комплексно, атомная станция малой мощности, гидроаккумулирующая электростанция, солнечная электростанция и газовая электростанция общей мощностью по генерации до 1350 мегаватт. Именно до, поскольку солнечная электростанция непредсказуема. И к ним же гарантированные потребители. Мне остается только напомнить, что прогнозируемый системным оператором России дефицит энергетических мощностей Дальнего Востока к 2030 году может составить 1200 мегаватт. И теперь вот постараюсь проговорить спокойно, а не проорать во весь голос. Какого такого ангела Узбекистан может, а мы пока не знаем, с чего начать и как закончить. Хотя ответ-то известен. Узбекистану результаты требуются, а нам соблюдение канонов либеральной экономической доктрины, верность принципам развития нашей энергетики, заложенным выдающимся энергетиком всех времен и народов Анатолием Света Борисовичем Чубайсом. Нам шашечки, Узбекистану ехать. В Ташкенте не забывают повторять мантры о неистовой верности рыночным законам, но делают то, что отвечает государственным интересам. И я не про то, что комплект АЭС плюс гидроаккумулирующая электростанция плюс солнечная электростанция плюс газовая электростанция – некий пример для обязательного повторения, а про то, что проблемы развития можно и нужно решать за счет комплексного подхода. Комплект может быть любого состава. ГЭС и контргэс, плюс уголь, плюс атом, плюс ветер. А вот якорный потребитель – это обязательный элемент. Имеющиеся в Жизакской области промышленные объекты не возьмут на себя весь объем электроэнергии. Но в Узбекистане уверены, что к якорным потребителям за время строительства электростанций присоединятся прочие. Кто-то будет производить запчасти для автомобилей, кто-то предложит сельскохозяйственные проекты. Но якорный потребитель гарантирован государственным, бюджетным финансированием. При этом в Ташкенте уже есть планы дальнейшей приватизации этого автомобильного завода. В том случае, если он будет подперт местным локализованным производством как можно большего числа комплектующих. Наличие этого среднего и даже мелкого бизнеса увеличит капитализацию завода. Умно сказал? Да подороже этот завод продать получится. Государство еще и спекульнет на этом. Вот тебе радостный покупатель, сам завод. Вот гарантированное энергообеспечение. Вот тебе производственная цепочка с минимальной логистикой. Потому завод тебе, родной, достанется не за 100 тонн инвестированных в него денег, а за 250 тонн. Много? Хорошо. Вот только для тебя. 245 тонн денег. Ну и далее, в соответствии со славными традициями Восточного базара, пока покупатель где-нибудь на 225 тоннах не сломается. Что именно в этом варианте выглядит не по-капиталистически, не рыночно? Да ничего, все в полном порядке, по-своему, буржуински. А на то, что весь этот проект имеет серьезное государственное значение, вы, господа либеральные экономисты, просто аккуратно закройте глаза. Да и все. Результат рыночный? Рыночный. Ну вот и заткнитесь. Во главе угла, если отбросить всяческую демагогию, здравый смысл и государственные интересы в виде новых рабочих мест и роста уровня жизни. А все необходимое словоблудие придумать всегда успеем. Вот они, здравый смысл и воля бороться за государственные интересы, России в товарных количествах требуются. На них западные санкции точно не распространяются. Ну, мне так кажется. Ну, а раз кажется, тема будет продолжена. В качестве анонса. Здравый смысл в развитии энергетики Дальнего Востока – это уголь. Поскольку атомные электростанции и гидроэлектростанции вместе с ветряными электростанциями – это про электроэнергию. А в этих курортных местах тепловая энергия важна не менее, а даже более.